Уху-ху. Только послушайте этот звук. Всем привет, меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Сегодня у нас не что иное, как настоящая брутальная мужская кухня. Сегодня мы будем готовить ребрышки в духовке. И секрет приготовления этих ребер заключается именно в медленном приготовлении. Вначале мы приличное время, а именно час-полтора, поддержим их при низких температурах, где-то 140-150 градусов, после чего добавим соуса и дадим такую замечательную корочку при 200 градусах. Для этого нам понадобится 1,5 килограмма или килограмм хороших отменных ребер. Это могут быть как свиные, бараньи или говяжьи ребра. У меня это баранина. Чеснок, ароматные травы, тимьян, розмарин, соль, перец и немножко оливкового масла. В принципе, это все, что нам понадобится для начала. И первое, с чего мы начнем, это хорошенько присыпем солью и перцем наши ребра. Укладываем их рядышком и добротно посыпаем солью и перцем. Свежемолотый перец. Отлично. Втираем его. Переворачиваем. И проделываем то же самое с обратной стороны. Немного сдобрим наши ребра оливковым маслом. Если вы готовите свиные ребра, то жира там достаточно, но можно все равно немножко добавить. Говяжьим я бы тоже рекомендовал добавить растительного масла. От этого они станут только более сочные. Вот так вот друг от друга их подотрем хорошо. Супер. Выкладываем наши ребра на противень, застеленный фольгой. Перекладываем наши ребра на противень. Отлично. Чеснок. Нам потребуется много, очень много чеснока. Порядка 7-8 зубчиков. Хорошенько очищаем их от шелухи. И режем его крупными кусками. Нам не нужна от него острота, нам нужен только его аромат, запах. Я хочу, чтобы чеснок передал максимум вкуса нашему мясу. Поскольку мы готовим долгое время наши ребра, если мы нарубим его слишком мелко, то, скорее всего, он у вас сгорит. А такие кусочки останутся слегка пропеченными. И раскладываем по всей поверхности наших ребер. Какое же мясо без тимьяна? Мы берем несколько вот так вот листиков. И посыпаем на наши ребра. Сильно много не надо, чтобы не забить вкус самого мяса, но для аромата это будет просто волшебно. И несколько веточек розмарина. Опять же, просто чтобы отдал свой аромат мясу. При желании вы можете добавить другие ваши любимые специи, которые дополнят вкус мяса, но ни в коем случае его не перебьют. Например, я очень люблю тмин, поэтому я добавлю несколько зернышек тмина сверху. Великолепно. Вы посмотрите на это мужское счастье. Мясо и ничего, кроме мяса. Как я и говорил, отправляем в духовку на 1,5-2 часа при низкой температуре 140-150 градусов. Кульминация. Мясо вот-вот доготовится, и нам нужно будет смазать его нашим соусом. А для того, чтобы приготовить соус, нам нужно смешать в небольшой мисочке 4-5 столовых ложек соевого соуса, 2 хорошие ложки меда, добавить туда пол-столовой ложки кетчупа. И я добавлю еще немного сушеного чеснока для аромата. Вот так. И хорошенько это все перемешаем. У нас получится своего рода глазурь для нашего мяса. Уху-ху! Посмотрите, какая красота!
И это просто великолепно. Мясо уже практически отходит от костей. Посмотрите, как оно поджалось. Господи. Это экстаз. Смотрите, что мы делаем. Мы вилочкой вот так вот аккуратненько убираем в сторону чеснок, тимьян, розмарин, который у нас был на мясе. Сейчас они нам особо не нужны. Пусть будут и продолжают отдавать свой аромат мясу, но уже где-то вот сбоку, в сторонке. Теперь, чтобы наше мясо не пересохло на последних минутах, мы берем небольшой кусочек сливочного масла и каждый кусочек мяса вот так вот для хорошей корочки смазываем. Не жалейте сливочного масла. Потом спасибо скажете. И теперь поверх сливочного масла хорошенько вот так вот кисточкой добротно смазываем нашим соусом мясо. Так вот. Я хочу, чтобы она полностью покрывала его. Он придаст такой карамельный оттенок. Выставляем на духовке максимальную температуру, которую позволяет выставить ваш духовой шкаф. 250-240, чем больше, тем лучше, на 10-15 минут, чтобы придать замечательный цвет и корочку нашему мясу. Вот такая красота! Это абсолютно то, чего мы добивались. Видите, какой цвет золотистый, хрустящая корочка, аромат. Великолепно! Только послушайте этот звук. У нас глазурь схватила корочку верхнюю. Получилась такая хрустящая верхняя, и внутри мягкое-мягкое мясо, которое полностью отходит от костей. Пикантная, с восточными такими нотками ароматная смесь дала запах нашему мясу, текстуру, передала ему цвет. Давайте скорее попробуем эту красоту. Смотрите на это великолепие. Великолепный вкус. Я просто не знаю, с чем его сравнить. Приятнейшее по текстуре мясо, аромат, чеснок, тимьян, розмарин. Все это сплетается воедино, и вкус просто неповторимый. А медленное приготовление – это именно то, что даже из самого недорогого и не совсем качественного куска мяса сделает мясо просто ресторанного уровня. Обязательно попробуйте приготовить такие ребра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А с вами был Тихон. Пока. Забыл сказать. Самая большая проблема с этим мясом, что готовится оно намного дольше, чем съедается.